ту ночь она должна была пройти мимо. В глубине заснеженного леса среди воющей метели лежал огромный волк, почти мертвый. Рядом крошечный волчонок, который уже не мог даже выть. Алла Петровна могла развернуться и спасти себя, но она подошла к хищнику. И в тот момент она еще не знала, что через несколько лет именно этот волк будет стоять между ней и смертью. Старушка Алла Петровна жила одна в небольшой деревянной избушке на опушке леса. Мужа не стало много лет назад, дети разъехались по городам, и ее мир сузился до потрескивающей печки, скрипучих половиц и бескрайнего леса за окном. Она не боялась одиночества. Лес стал для нее соседом, собеседником и даже защитником. В ту зиму метели были особенно лютыми. Ветер выл так, будто кто-то невидимый бродил между сосен и звал на помощь. Снег валил стеной, заметая тропинки и превращая все вокруг в бескрайнее белое поле. В один из таких дней Алла Петровна отправилась в лес за хворостом. Она знала эти места наизусть, но метель быстро скрывала знакомые ориентиры. И вдруг сквозь вой ветра до нее донесся другой звук, глухой, хриплый, почти сорванный. Она замерла и прислушалась. Звук повторился. Это был слабый волчий вой, больше похожий на стон. Любой разумный человек поспешил бы обратно, но Алла Петровна пошла на звук. За густыми елями, в низине, где ветер намел глубокий сугроб, она увидела их. Крупный волк лежал наполовину занесенный снегом. Его шерсть покрылась инеем, дыхание было едва заметным. Он из последних сил закрывал собой маленького волчонка, который дрожал и тихо скулил, прижимаясь к отцу. Это был не свирепый хищник, это был умирающий зверь, пытавшийся спасти свое дитя. «Бедные вы мои», — прошептала старушка. Страх был, но жалость оказалась сильнее. С огромным трудом она сначала завернула волчонка в шерстяной платок и спрятала за пазуху, согревая своим теплом. Затем, шаг за шагом, волоком потащила тяжелого волка к избушке. Снег хлестал по лицу, руки немели, но она не останавливалась. В доме было тепло, печка гудела, разгоняя холод. Алла Петровна уложила волка возле огня, осторожно растирала ему лапы, поила теплой водой. Всю ночь она не сомкнула глаз, ожидая, что как только зверь придет в себя, инстинкт возьмет верх. Но когда волк открыл глаза, он не зарычал. Он просто смотрел, долго, внимательно, спокойно. В этом взгляде не было злобы, только усталость и осторожное понимание. Дни шли, волк постепенно креп, начал подниматься. Волчонок быстро освоился, смешно перебирал лапами по деревянному полу, тянулся к теплу печи. Старушка разговаривала с ними тихо, как с детьми. Она знала, рано или поздно им нужно будет вернуться в лес. Когда метели утихли, Алла Петровна открыла дверь. Волк медленно вышел на снег. Волчонок последовал за ним. У самой опушки взрослый зверь остановился и обернулся. Их взгляды встретились. Это длилось всего мгновение, но старушке показалось, что волк запомнил ее. Они исчезли среди деревьев. Прошло несколько лет. Однажды осенью Алла Петровна снова пошла в лес за хворостом. Нога зацепилась за скрытый под листвой корень, и она упала во враг. Боль была такой сильной, что подняться она не смогла. Сумерки быстро сгущались, холод подкрадывался все ближе. Кричать было бесполезно. И тогда в лесной тишине раздался вой. Не угрожающий, зовущий. Из-за деревьев вышел крупный волк. Рядом молодой, уже почти взрослый. Старушка узнала взгляд, тот самый, спокойный и внимательный. Молодой волк сорвался с места и исчез в чаще. Спустя время послышались голоса. Это были лесники из соседнего поселка. Позже они рассказывали, что волк вышел к ним на тропу и не убегал, пока они не пошли за ним. Аллу Петровну нашли вовремя. Когда ее уносили на носилках, на краю леса стояли два силуэта – большой и молодой. Они молча наблюдали, пока люди не скрылись за поворотом. Природа не говорит словами, но она помнит. Когда-то пожилая женщина спасла замерзающего волка и его детеныша. Спустя годы лес вернул этот долг. Эта история не о приручении хищника, это история о сострадании, которое оказалось сильнее страха. О том, что даже в дикой природе существует память, тихая, глубокая и справедливая.